Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень интересная новая поворотная Wi-Fi камера для домашнего видеонаблюдения. И, если честно, моделька действительно очень интересная. В ней есть пару функций, которые, если честно, я раньше не встречал. Ну, поехали! Итак, что же это такое? Это у нас поворотная Wi-Fi камера с AliExpress от нашего продавца Ambiux, модель EA20. И основной фишкой, на первый взгляд, казалось бы, в этой камере два объектива. Но камеры на два объектива мы уже много смотрели и обозревали и так далее. Но этим уже, скажем так, много кого не удивишь. Но здесь есть вещи и поинтереснее. Вообще, модельный ряд подобных камер видеонаблюдения конкретно за помещением, для помещения, ну, можно сказать, видеоняни. Модельный ряд стал достаточно богат в последнее время. Вот недавно мы обозревали камеру, у которой здесь даже экран есть. Вот здесь вот по ссылочке, кому будет интересно, посмотрите. Но в чем же фишка этой камеры? Во-первых, как мы видим, она с двумя объективами, то есть мы можем один направить в одну сторону, а вторым крутить как нам удобно. Но она еще совмещает функции как автономной камеры, а именно питается она от аккумулятора, в нее встроенный аккумулятор, так и камеры, которая работает от обычного питания. И здесь есть достаточно большая разница по функционалу. Что касается комплектации. Камера приходит вот в такой вот небольшой коробке. Коробка вся на китайском, в этот раз здесь даже толком на английском ничего не написано. Ну, видно, что она поворотная, видно, что с обратной связью, как обычно. Видно, что есть функция Human Shape Detection, ночное видение, облако. Ну, а больше ничего толком и не видно. Видно еще, что работает с приложением ITC. Это пока отодвинем, это нам не нужно. Но, кстати, есть вопросы сразу к комплектации. Приходит камера, приходит крепеж. Не совсем понятно, зачем здесь крепеж, это же камера ставится на стол. Может быть, как и в предыдущих, чтобы такую бляшку крепить на, скажем так, на поверхность, а потом камеру уже непосредственно ставить на эту подставку. Но подставки этой в комплекте нет. Есть инструкция. Инструкция, кстати, вся на английском. С другой стороны тоже, как с одной, так и с другой стороны. Но, опять же, есть кабель USB Type-C в этот раз. Китайцы перешли на сишку. Но нет зарядного блока. Может, у меня не комплект, а может, так и поставляется. Причем камера в коробке лежит достаточно плотно. И, блочок обычный, который включается в розетку, его в комплекте не было. Что, кстати, странно. А теперь давайте рассмотрим ту самую фишку, а именно 2 в 1. Что же китайцы нам заложили вовнутрь этой камеры? Что она умеет? Ну, во-первых, задеть включатель. Внутри у нас идет аккумулятор. Камера питается от аккумулятора. И работает она по принципу камеры, как я уже рассказывал, вот про камеру с солнечной панелью. Вот здесь вот будет ссылочка на это видео, кому интересно, посмотрите. Камера, кстати, висит у меня на даче и работает с прошлого лета. Проработала и зиму всю, и осень, и весну. И до сих пор не разрядилась, хотя в ней тоже всего лишь 2 аккумулятора 18650. То есть солнечной панели вполне хватает, чтобы ее заряжать. Здесь принцип тот же. Когда камера работает от аккумулятора, у нее вот здесь вот есть датчик движения, PIR. Она работает по тревоге и только от него. Соответственно, если кто-то попал в зону действия данного датчика движения, объемника, то камера начинает снимать и записывать на флешку, которая стоит внутри. При этом камера не пишет видео с обеих камер на постоянной основе. Она пишет исключительно по движению, тем самым экономя аккумулятор, который стоит внутри. И в таком режиме ее будет хватать, на очень долго, где-то на недели 2, а то и 3 точно. Если, конечно, вокруг камеры не происходит активного движения. Второй сценарий работы данной камеры – это, по сути, то же самое, как вот обычная камера, которую мы рассматривали тоже до этого. Камерки подешевле, если это стоит на данный момент в районе $35-40, в зависимости от того, с какой флешкой она будет идти, то такая стоит в районе $20-25. И данная камера, если подключена от шнура,
от USB в зарядку и постоянно находится на зарядке, и уровень батареи у нее выше, по-моему, там 60%, то она по функционалу становится точно так же, как и обычная камера. Соответственно, она постоянно в онлайне, она не засыпает, она постоянно пишет на флешку, которая стоит внутри. У нее появляется функция отслеживания движения. Если кто-то мимо проходит, она будет крутиться и следить за ним. И появляется также функция Human Shape Detection. То есть она реагирует по тревоге не просто там на движение, на все подряд через передатчик, а уже анализирует видео и ищет в нем человека. И, соответственно, тревогу выдает только на фигуру человека. Что у нас по самой камере? По корпусу. Как видим, ножки снизу прорезиненные, хорошо не ерзают по столу. Снизу идет у нас стационарная камера с двумя светодиодами. Они оба комбинированные, как инфракрасные, так и просто световые. Верхний купол идет поворотный, вращается на 355 градусов влево-вправо и на 60 градусов вверх-вниз. То есть камера достаточно проворная, ее можно повернуть куда угодно. Тоже идет два светодиода комбинированных, как обычных, так и инфракрасных. Световой датчик, два объектива, датчик движения, пир физический. Идет микрофон, сзади идет динамик. Камера у нас с обратной связью, то есть ее можно использовать как видеоняню. Говорить в нее или говорить из нее. Ну и по сути-то и все. Сзади у нас идет USB-порт, кнопка включения-выключения. Если поднять полностью вот здесь вот подвижный элемент камеры, то снизу у нас идет флешка и кнопка сброса. Тут все. Ну что, а теперь попробуем подключиться к данной камере с мобильного телефона в приложении iTC и посмотрим, что же она умеет, что же там интересного есть в меню. Поехали! Итак, запускаем наше приложение iTC, заходим и, как видим, наша камера здесь уже добавлена, она называется гостиная, она онлайн. На данный момент камера подключена к сети, к питанию, и мы можем в нее сразу зайти, увидеть, что она не спит, она онлайн, изображение сразу с двух камер. Напомню, камера у нас идет на 4 мегапикселя, ну, соответственно, каждый объектив по 2. И вращающимся здесь в приложении объектив является нижний. Кстати, как и во всех камерах подобного рода с двумя объективами, за охрану будет отвечать конкретно объектив, который у нас крутится. У нас он получается здесь на экране снизу, хотя на самом деле на камере он, конечно же, стоит сверху. А сверху у нас картинка идет с нижнего объектива, который стационарный. В общем, почему-то китайцы в этот раз поменяли их местами. Ну да ладно. Итак, пробежимся по стандартной менюшке. Как видим, у нас сразу в быстрой панели управления есть трубочка и динамик. Это обратная связь с камерой. То есть мы можем говорить в камеру, либо слышать то, что нам говорят в камере непосредственно. Делать запись видео и фото на сам наш телефонный аппарат. И менять качество между Ultra HD и SD. Также, если мы нажмем стрелочку, то мы расширим нижнюю менюшку. Здесь мы можем увидеть сразу облачное хранилище. Оно, конечно же, платное. Настройки световой и звуковой сигнализации. Если мы сюда зайдем, то мы увидим, что настройки света можно выставлять ИК, то есть полностью инфракрасное видео будет полноценное ночное видение. Это когда будут просто светить светодиоды. И двойной. Двойной — это когда у нас камера находится в режиме инфракрасного видения, но если срабатывает тревога, то включаются и обычные светодиоды, как бы пугая того, кто у нас попадает непосредственно на камеру. Также здесь мы можем видеть управление ПТЗ, то есть повращать нашу камеру. При этом, напомню, вращается объектив, который у нас находится здесь на экране снизу, хотя на самом деле на камере он сверху. Отслеживание движения. Эта камера может отслеживать движение. То есть мимо кто-то прошел, и она за ним будет крутиться, поворачиваться, постоянно отслеживая человека в кадре. Можно ставить точки, и можно ставить также обратный ход ПТЗ, то есть круиз-контроль. Камера будет вращаться по заданным точкам. Но отслеживание движения и Human Shape Detection функцию в охране
будет активна только когда камера включена в питание. Если мы выключим из нее питание и батарея просадится, по-моему, меньше 60%, что-то в этом роде, камера перейдет в режим ультразбережения энергии, она перестанет писать на флешку на постоянной основе и будет писать только по пиру, по датчику движения, который у нас находится непосредственно на самой камере. При этом пропадает Human Shape Detection и отслеживание движения. И камера записывает на флешку только по тревоге, когда просыпается. Перейдем к настройкам. Заходим в меню «Настройки». Сверху мы можем видеть имя устройства, называем как хотим. Можно выбрать язык. В этот раз, кстати, достаточно большой выбор. Не просто английский и китайский. При этом камера из коробки на китайском языке. Ставим язык русский, и она даже при обнаружении движения будет ругаться на русском языке. То есть там можно ставить разные фразочки. Вот наш интересный самый раздел в данной камере. Это батарея и режимы работы. У нее два режима работы. Это умный режим энергосбережения. В этом режиме, когда достаточно мощности, устройство не спит и всегда находится в состоянии записи. Когда мощность ниже 40%, но, по-моему, все-таки 60%, она переходит в режим сверхмощного энергосбережения, и его необходимо заряжать на определенную мощность, чтобы вернуться в нормальное состояние питания. Возвращается она в нормальное состояние питания, а именно вот этот режим, когда запись происходит постоянно и идет отслеживание движения, по-моему, после 80%. И второй режим – это режим суперэнергосберегающий режим. В этом режиме устройство, как правило, находится в спящем режиме ожидания, только будильник разбудит это устройство, а именно датчик движения, чтобы начать запись. А энергопотребление будет совсем низкое. Рекомендуется включать этот режим, когда батарея требует длительного заряда батареи. Жизнь. В общем, китайцы такие китайцы. Но этот режим реально работает очень долго. Она будет тянуть в этом режиме неделю, а то и 2. Следующий интересующий здесь нас раздел – это смарт-сигнал тревоги. Напомню, в данный момент камера у меня подключена к питанию, поэтому мы здесь можем видеть и обнаружение людей, и показывать след людей, то есть рамкой их обводить, и настройки умного правила, и чувствительность, и так далее. Но если этого не будет, а именно мы переведем, давайте ее, к примеру, в режим суперсбережения, то есть как будто бы камера села и она остается в этом режиме, то, зайдя опять же в смарт-сигнал тревоги, мы здесь увидим обнаружение по инфракрасному датчику, включить-выключить, его чувствительность, вот, допустим, мы включим, видим чувствительность, и еще появляется умный выключатель оповещений. Умный выключатель оповещений – это на самом деле звуковая индикация, звуковая тревога. То есть, когда кто-то попадает в камеру, камера начинает говорить, там, ругаться на человека, типа «иди отсюда, ты пришел не туда, куда надо». Либо сирену включать. Здесь, как мы видим, сразу есть настройки громкости динамика, и можно выбрать снизу разные фразочки. Там «опасная зона, не приближайся», «нет парковки в этом районе», «ценности не трогай». То есть камера будет стоять сразу рядом с ценностями. В общем, как-то так. По остальным настройкам здесь вроде как ничего специфического нет. Это идут настройки аудио и видео. Здесь мы можем сделать громкость динамика и повернуть непосредственно изображение с самих камер, если она стоит не прямо, а как где-нибудь подвешена. В настройке света мы уже рассматривали на начальном экране. Это настройки подсветки. В настройках SD-карты мы можем поставить там запись остановить или циклично при заполнении и отформатировать ее. В настройках PTZ мы просто можем поменять скорость вращения данной верхней камерки. Где у нас хранение в облаке, там мы покупаем облачное хранилище за денежку. И в меню об устройстве мы будем видеть серийный номер данного устройства, его Cloud ID, имя пользователя и пароль для подключения, версию устройства, версию прошивки, часовой пояс и много еще всякой нужной кому-то информации. Что же касается инфракрасной подсветки, то камерка это хорошо видит, как и при нормальном освещении. И вот если мы потушим в комнате свет, то так она видит
полностью в темной комнате. Как видим, инфракрасная подсветка отрабатывает здесь очень хорошо. Помещение полностью просматривается. По мобильному приложению все понятно. Теперь попробуем подключить эту штуку к компьютеру. Посмотрим, что же нам покажет программка VMS. Открываем нашу программку VMS и подключаем камеру непосредственно к компьютеру. И данная моделька, кстати, подключилась. Это плюс. То есть можно ее подключить, допустим, как-то по сети к ней подсоединиться и также записывать на компьютер, либо контролировать с компьютера, что там происходит на этой камере. Но на этом, к сожалению, все. Как обычно, мы здесь ищем разные всякие интересные скрытые настройки, типа отправки на FTP сервер или на электронную почту. Но здесь такого нет. То есть мы переходим в конфигуратор, выбираем данное устройство, и в настройках сети здесь таких плюшек нет. Здесь идет только ее IP разного рода, там менюшка подключения облака, NTP, Wi-Fi, и на этом все. Больше здесь ничего нет. Ни имейла, ни отправки на FTP, ни RTSP, чтобы вещать поток. Ничего такого тут нет. Она достаточно простая. Ну, единственное, что в конфигураторе здесь присутствует, так это можно опять же зайти в настройки сжатия, либо в параметры самой камеры и поменять, допустим, там, пожалуйста, здесь разного рода всякие тонкие настройки данной камеры, либо в настройках качества поменять качество самого видео, чтобы оно было более качественное, но и больше будет занимать места на флешке, соответственно. Или частоту кадров поменять, допустим, с 12 на 25 кадров в секунду. Но, опять же, будет занимать больше места на флешке. Поэтому каких-то специфических настроек здесь, к сожалению, увы, нет. Ну что, дорогие друзья, вот такое вот интересное устройство. Может использоваться как просто от аккумулятора в режиме засыпания и достаточно долго охранять вашу квартиру, допустим, если вы уехали. Если в ней никто не двигается, соответственно, и камера не будет просыпаться, и аккумулятора у нее будет хватать на очень долго. Ну, реально на недели 3 хватит, это точно. Либо работать от питания на постоянной основе, писать всю информацию на флешку и быть обычной охранной камерой. Интересно. Додумались же, конечно, совместить два устройства в одном. И причем мало того, что совместить, так еще и таким вот образом очень интересно реализовать программно. Хотите так, хотите этак. Ну, мне такой, допустим, в новинку. Ссылку на эту камеру, конечно же, как обычно, оставлю в описании. Переходите, смотрите, кому будет интересно. Продается в разных комплектациях, с разными флешками, но, по-моему, на данный момент эта модель есть только на 4 мегапикселя. А 4 мегапикселя это имеется в виду, что две камеры по 2 мегапикселя. 2 плюс 2 равно 4. Вот такая вот у них логика. Ну, а на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!